буквально вот в метрах 200 от меня уже Северная Корея, я уже ее материк вижу. Приглашаю вас, друзья, непосредственно на сам мост разрушенный. Смотрите видео до конца, мы поехали. Друзья, ассаламу алейкум. Сегодня я прибыл в такой прекрасный город Китая. Это город, который находится в нашей провинции, в провинции Ляонин. Этот город называется Даньдунь. Город очень интересный, а именно интересно его расположение. Позади меня стоит памятник Мао Цзэдуну, который своей рукой указывает куда? Правильно, он говорит: Афоня, давай иди в сторону Северной Кореи. Если смотреть по карте, то непосредственно его рука указывает в сторону Северной Кореи. Видимо, это признак того, что это наша братская страна. Ну, ждать долго не будем, так что сейчас скоро уже начнет ходить общественный транспорт, и мы поедем в приграничную территорию в сторону Северной Кореи. Я вам буду сегодня рассказывать о истории Северной Кореи. О городе я вам мало буду рассказывать, скорее всего, больше сегодняшнее видео будет посвящено корейцам и вообще Корее, истории. Опять же, да, мы затронем историю, чтобы вы прекрасно понимали, почему вообще Корея разделилась на Северную и Южную Корею. Ну что, друзья, пока я еду на велосипеде, буду рассказать вам о городе. Но я сюда вообще первый раз приехал, только что утром. Так что вкратце дам информацию. Это город находится на границе Северной Кореи. Мы сейчас как раз едем. Буквально вот в метрах 200 от меня уже Северная Корея. Я уже ее материк вижу. Город Даньдунь — это город, ну, небольшой такой, почти как наш Аньшань. Мне вообще в Китае нравятся такие небольшие города, потому что по ним передвигаться очень удобно, на такси много денег не уходит, в отличие от других больших городов, и жить в этих городах дешево. Так вот, Аньшань, Даньдунь относится к одному из таких городов. Население этого города составляет около 2,5 миллиона человек. Город, конечно же, является стратегическим, оно и понятно, потому что расположен он непосредственно ближе к Северной Корее. И вот здесь я пока что заметил, за то время, за тот час, пока я катаюсь по городу, то что, в принципе, здесь, видимо, есть какие-то магазины корейские, видимо. Ох, как холодно, 6 часов утра. Есть корейские магазины, видимо, где продают корейские товары. Ну, если мы найдем, мы туда зайдем. А вот передо мной прям Северная Корея. Вот она, друзья. Это Северная Корея. Прям за этой рекой. Сейчас мы подойдем поближе, и я вам буду уже подробнее рассказывать о истории Кореи, о непосредственном участии Советского Союза и Японии в судьбе этих, ну, уже на данный момент двух стран, Северной и Южной Кореи. Прибыли мы на реку Ялудзянь. Передо мной Северная Корея. Можете видеть. Вот уже на том берегу Северная Корея, друзья. Я, честно, я не верил, что когда-то я окажусь так близко к Северной Корее. Но сейчас самое главное, я думаю, границу не пересекать, потому что если я туда заеду, я оттуда не выйду. Давайте я вам буду показать такие интересные места. Здесь, в принципе, людей много уже с утра. И будем посмотреть с вами, что здесь такого интересного есть. Я уже вижу корейские наряды. Видимо, здесь тоже приезжают корейцы, может быть, и торгуют различными вещами. Пойдемте.
река Ялудзянь. По-корейски она называется река Амнокан. Здесь у нас на этом берегу, на границе Китая, находится город Дандунь, а уже на том берегу находится город Синыйджу. Ну, население Дандуна составляет 2,5 миллиона человек, население Синыйджу составляет около 300 тысяч человек. Если брать исторические факты, то в 1904-где-то в 1905 годах и здесь произошло первое сражение между русско-японскими войсками. Мы исторически, наверное, знаем то, что Корея тоже находилась под влиянием Японии. То есть Япония, она когда-то колонизировала Корею, не только часть территории Китая, но также она еще захватила территорию Кореи. Впоследствии вот именно в Корее примерно в 1910-х годах располагалось примерно 20% промышленных мощностей Японии. То есть я на самом деле не знал то, что, пока сюда не приехал, пока не начал изучать этот факт, я не знал то, что Корея, она когда-то находилась под влиянием Японии. На самом деле, вот в начале 20 века Япония это была очень сильной такой державой именно Востока, да. Армия была очень ее сильной, и поэтому она как раз таки искала ресурсы, ей были необходимы ресурсы, она как раз таки захватывала эти страны. Вот именно здесь как раз таки происходили ожесточенные бои. Позади меня вы видите мост. Здесь два моста. Попозже мы перейдем на ту сторону, я вам покажу разрушенный мост с той стороны. Данный мост, это мост называется китайско-корейской дружбы. Данный мост построен уже после окончания Второй мировой войны, когда уже советские войска освободили территорию Китая и, соответственно, Корею. Позади него находится разрушенный мост. То есть здесь два моста. Китайцы же сохранили разрушенный мост как памятник. На самом деле, почему он разрушенный? Когда происходила война, то американские бомбардировщики, они сбросили бомбу на территорию Северной Кореи, чтобы не провоцировать на военные какие-то действия, на военные столкновения именно Китай. Потому что если бы они спровоцировали бы Китай, Китаю на помощь пришел бы Советский Союз, и это была бы очень такая затяжная война. Поэтому, чтобы не провоцировать Китай, коммунистов, они аккуратно сбросили, получается, бомбу на ту сторону, чтобы китайские войска не переправились, не нашли способ переправиться на территорию Северной Кореи. Но в итоге китайцы же, конечно, это сделали, они помогали, они воевали, они освобождали, так скажем, Корею, да, в тот момент. Ну, я еще чуть позже затрону тему Северной и Южной Кореи, почему они разделились на два лагеря. Как раз таки это на две страны, да, почему они разделились. Как раз таки это произошло после окончания Второй мировой войны. К этой теме мы еще вернемся подробнее. Мост разрушен с той стороны, старый мост, а остатки его здесь. Остатки его здесь, мы там дальше пройдем и покажем. Стоя на этом берегу реки, я хочу сказать: Ким Чен Ын, привет! Чучхе, привет! Чучхе — это идеология, которая сейчас продвигается, существует на территории Северной Кореи. Вообще есть такая шутка, что будет, если соединить идеологию, так скажем, да, режим правления Северной Кореи и тюркский народ, то из этого получится Туркменистан. То есть в мире по форме правления две самые близкие страны по диктаторству, да, это непосредственно Северная Корея и Туркменистан, две самые закрытые страны. Хочу отметить, что в жизни я ни разу не встречал северных корейцев, но туркменов встречал. С туркменами я обучался как раз таки, когда был в Ляньюнгане, и они мне рассказывали про такие небольшие ужасы, которые у них творятся в стране. Жалко, что туда нельзя пройти, я бы с удовольствием туда прошел, но если я туда пойду, то, возможно, я обратно не вернусь. Вот такие вот катера, лодки курсируют по реке Ялудзянь, то есть они доплывают до середины и плывут вдоль реки. Сейчас пока еще не открылось, сейчас пока еще 6:30 утра. Ну, с 8 они должны открыться. Если возможность будет, то мы сядем и посетим, так сказать, приграничную уже территорию водную Северной Кореи и Китая.
То есть по вот этой вот карте можно увидеть город Дандунь, он такой более развитый, и сверху Синыйчжу. Вот, пожалуйста, более такой пустой город, не особо развитый. Ну и вот сам мост, видите, это вот новый мост китайско-корейской дружбы, а рядом с ним это разрушенный мост. Дедулька китаец тоже интересуется, фотографируете. Вот здесь мы видим соответствующие картинки о том, как китайцы, видимо, помогают севернокорейским своим товарищам. Вот здесь бабульки, продающие клубнику. Ну, у них и клубника большая. 20 юаней стоит полкило. Дороговато. Это, видимо, самоделочки, сигареты. Korea money. Ну, корейские денежки. О, как они называются-то? Иены, да? Не, иены это у японцев, корейцев. Шо? Ты куда тебе? Аша. 20, 200 сомов. Ну, 250 сомов примерно. Денежки, денежки. Сейчас будем покупать 1 штука. Северокорейские деньги. Купили корейские деньги, воны. Смотрите. Что здесь? Это Ким Ир Сен, Ким Чен Ын и жена, может быть, их я. Это корейские воны. Номинал очень большой. Но мы спросили вот этого дядьки, который продает здесь сувениры, он говорит, что... Я у него спросил, а северокорейцы, они пересекают границу? Он говорит, что нет, им нельзя пересекать. Жалко их. Ну и зарплаты у них там очень маленькие. Если переводить на наши деньги, то у них зарплата там около пару тысяч сомов. Это очень мало. Это очень мало. Не знаю, мне так жалко корейцев северных. Ну, на память взяли вот такие вот их купюры хотя бы. Будет что вспомнить. Корея мани. С которыми китайские войска боролись за, так скажем, старались бороться, по крайней мере, за независимость и свободу Северной Кореи. Такое старое интересное орудие. Все закисло. Пойдемте дальше. Пойдемте на сам разрушенный мост. Туда прям. Приглашаю вас, друзья, непосредственно на сам мост разрушенный. Сейчас я вас провожу на историческое место. Пойдем. Очень исторический, очень важный мост. Вход на этот мост, конечно, платный, но ничего. Раз уж мы преодолели такое количество километров, то я считаю, что не посетить его это немножко неправильно. Смотрите и наслаждайтесь. Сейчас мы дойдем до того края моста и, может быть, и увидим северных корейцев непосредственно. Бинокля у меня нету, но буду надеяться на свое зрение.
Пожалуйста, друзья, здесь ветер, извиняюсь за звук. Лицезрейте и наблюдайте все. Честно сказать, там довольно все отстало, мягко говоря. Друзья, я сейчас веду разведку за территорией северных корейцев. Я вообще думал, что не разрешено, но оказывается здесь выдают бинокли и можно наблюдать. Сейчас я посмотрю. Либо корейцы все попрятались северные, я их не вижу. Друзья, мы сейчас находимся непосредственно очень близко к Северной Корее. Это максимально близкое расстояние, на которое может приближаться катера, при этом не нарушая границу Китайской Народной Республики и Северной Кореи. Если вы видите, вот эти зеленые буги, это как раз таки водные границы. Но знаете, раз уж мы затронули тему с корейцами, то я хочу немножко рассказать об истории корейцев. Как так произошло, что эта единая страна, она разделилась на две страны, Северную и Южную Корею. Вообще, Корея находилась под влиянием Японии довольно долгое время. То есть Япония захватила ее, использовала ресурсы. И как раз таки после окончания Второй мировой войны, когда Советский Союз приходит на помощь китайцу, то есть когда Советский Союз приходит на помощь Китаю, правительствами двух стран решается оказать помощь Северной Корее. Непосредственно после окончания Второй мировой войны Советский Союз и Китай в то время они решают прийти на помощь Корее. Ну, вообще, я хочу сказать, немножко забегая вперед, что разделение Кореи на север и юг — это вообще последствия сражения, так сказать, и войны двух держав, двух идеологий непосредственно Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Мне, конечно, неприятно осознавать, что вот так вот страна сейчас разделилась на север и юг, но в то время
как раз 1950-е годы. Это период называется «Война в Корее». Происходит, так сказать, дележка самой страны на две части. Северная Корея, она выступает за коммунизм, получается, за Советский Союз. А Южная Корея, она более поддерживается американцами, то есть там более присутствует капитализм. И именно на фоне этого, в ходе войны, как раз таки непосредственно вот здесь вот тоже происходили военные действия, когда американцы сбрасывали бомбу на территорию Северной Кореи, потому что если бы они сбросили бомбу на территорию Китайской Народной Республики, то это непременно спровоцировало бы войну. Поэтому они в аккурат ложат бомбы на территорию Северной Кореи. При этом они, американские бомбардировщики и американское правительство, они тем самым избегают последствий очень большой войны. Потому что если бы они бросили бомбу на территорию Китая, это бы спровоцировало очень большую войну. Но несмотря на это, все равно в истории Китая есть такой период, что они об этом пишут, они об этом рассказывают. Несмотря на разрушенные мосты, они все равно находят место, где можно переправить войска и помогать. Я не знаю, что эти дедушки делают. Это называется севернокорейские печеньки. Ну, видимо, отбивают ее так. Очень интересно, очень неожиданно. Вот здесь еще. Интересно очень. Позади меня находится северокорейский магазин северокорейских товаров, сувениров. Сейчас тоже будем туда зайдем и посмотрим, что продают. Друзья, на лодках покатались. Сейчас мы двигаемся в музей Корейской войны, где я вам еще продолжу рассказывать о Корее и обо всем, что связано с ней. Там мы увидим разрушенную технику, танки, самолеты. В общем, прикоснемся к истории непосредственно Кореи и Китая. Друзья, пришли мы в музей Корейской войны, наконец-то добрались. Ну раз уж сегодня
наше видео посвящено корейцам, истории Кореи, то позвольте мне вам рассказать один такой интересный факт. А именно переселение корейцев в страны Центральной Азии. Знаете, расскажу вам один случай, когда я был маленьким. Я всегда задавался вопросом, откуда у нас Кыргызстан и корейцы. В том же самом Казахстане, Узбекистане. Перед тем, как я готовил это видео, читал материалы, ознакомился с многими статьями, я понял одну вещь, что те корейцы, которые живут у нас, они приехали к нам не зря. Если брать историю Советского Союза, то в 1937 году корейцы, которые проживали на Дальнем Востоке, их непосредственно приказом Сталина, непосредственно их пересылали в страны Центральной Азии. То есть они оказались на территории современного Кыргызстана и Казахстана не по своей воле. У меня среди знакомых есть очень много корейцев. Соседи у меня корейцы, там, друзья, знакомые. И вот они мне рассказывали то, что во времена Советского Союза их родители, их бабушек переселяли в страны Центральной Азии как неблагонадежных. Почему? Потому что поскольку Корея, она была захвачена Японией, и как бы под предлогом, чтобы они не вели такую шпионскую деятельность, их переселили в страны Центральной Азии. О переселении северных корейцев мне рассказал мой сосед, дядя Вова. Дядя Вова, вам привет большой. И спасибо вам за то, что вы дали мне техническое образование. Знаете, изучая историю переселения корейцев в наши страны, я нашел такой один интересный документ. Позвольте мне его зачитать. Он касается непосредственно переселения корейцев в Центральную Азию. Совет народных комиссаров Союза СССР и Центральный комитет ВКПБ постановляют: в целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край провести следующие мероприятия. Первое. Предложить Дальневосточному крайкому ВКПБ, крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население приграничных районов Дальневосточного края в Южно-Казахстанскую область, в районы Аральского моря и Балхаша, и Киргизскую и Узбекскую СССР. Второе. К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года. Третье. Подлежащим переселению корейцам разрешить при переселении брать с собой имущество, хозяйственный инвентарь и живность. Четвертое. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и недвижимого имущества. Пятое. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду. При желании за границу допускается упрощенный порядок перехода границы. Шестое. Увеличить количество приграничных войск на территории Дальневосточного района. Седьмое. Разрешить Наркому внутренних дел СССР разместить пограничников в освобождаемых помещениях корейцев. И ниже следует председатель Совета народных комиссаров Союза СССР Молотов и секретарь Центрального комитета ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Исходя из этого документа, я хочу напомнить, что Россия в 1993 году особым постановлением Верховного Совета Российской Федерации признал незаконным депортацию корейцев. То есть Россия это признала как правопреемница Советского Союза. Но знаете, от себя добавлю, что во время СССР переселению подвергались не только корейцы, переселению подвергались такие народы, как чеченцы, кавказцы, Кабардино-Балкария, народы Кавказа. Потому что у нас в Кыргызстане очень много живет представителей именно этих наций. Знаете, те корейцы, которые у нас живут, наверное, они именно своим усердием, своей любовью, их трудолюбие, их искренность, их самое главное честность помогло остаться именно ужиться на территории современного Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана. Потому что в нашей стране проживает очень много корейцев. Если мы будем говорить о них, у нас есть также община, корейская церковь, корейские рестораны, корейские кухни. Насколько я знаю, тесно именно знакомясь,
приходя к ним в гости, да, там, знакомых очень много, они действительно ужились в нашей стране, за что им, так сказать, большое спасибо, большое признание. Ведь именно в советское время корейцы также внесли какую-то лепту, какой-то вклад в развитие именно в то время Советского Союза. И в конце я хочу закончить это видео такой шуткой небольшой о корейцах, которая входит в Кыргызстане, потому что я сам лично сталкивался с данной шуткой. У нас есть такая шутка в Кыргызстане. Если ты видишь кыргыза с русским именем, значит это кореец, потому что внешне они очень похожи на кыргызов, но имена-то у них русские. Несмотря на то, что Корея разделена на Северную и Южную Корею на протяжении уже больше 50 лет, хочется пожелать этому народу счастья, здоровья, успехов, и чтобы они всегда знали, что несмотря на то, что они живут в Кыргызстане, они всегда считаются гражданами нашей страны. И пусть между нашими народами, между кыргызами и корейцами, а также представителями других наций, всегда будет дружба, мир